Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Рак на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. События на пороге. Май. Что скрывает будущее на май месяц для вашего знака Зодиака? Как изменится ваша жизнь в этот период? Давайте с вами узнаем. И у нас серьезное планетарное событие. Уран в Близнецах. Это первый месяц. 26 апреля это только произошло. И это не есть один только месяц. Это именно только первый. А сама дистанция на 7 лет. С заходом на 2033 год. И мы знаем, что планета Уран – это планета перемен, нового вкуса свободы, планета трансформационных событий, которые происходят и в нашей где-то душе. Мы сами что-то уже передумываем, переосмысливаем, готовы что-то изменить, как будто изменить то, что нас уже точно не устраивает. А вы особенно можете это чувствовать, потому что Уран в 12-м доме вашего гороскопа, мои дорогие. Поэтому это какая-то прошлая, может быть, ситуация, когда первая перезагрузка или важное решение, они будут вами осуществляться именно в мае месяце. Что ждет вас в мае месяце? Что вы будете для себя определять на последующие 7 лет? На пороге каких событий вы стоите? Вот на пороге событий мы сейчас с вами узнаем на картах цыганского старинного пасьянса, которые нам не только о событиях расскажут, но и буквально продемонстрируют, покажут. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и, конечно, здравого смысла тоже. Вот смотрите, точно какое-то было ожидание. Может быть, была какая-то нерешительность. Я напомню, в нашем пасьянсе мы можем складывать в крайних рядах по горизонтали, по вертикали значения выпавших карт. И листва это всегда, как знаете, ну, может быть, топтание на месте. Или у кого-то, наоборот, совпадает, я говорю, чаще регламент. Вот таким словом емким, которое подразумевает некоторые договоренности. Или когда мы должны оформить конкретные документы. То есть есть взаимодействие с инстанциями, с людьми, ну, с какими-то, может быть, ну, может быть, даже ресурсы, да, когда вы хотите, ну, к примеру, что-то изучить, быстро на лад не пойдет, нам нужно время в чем-то разобраться. Всегда хочется добавить, добрые дела на спех не делаются. И, может быть, даже что-то подождать. Это не о бесплодном ожидании, говорит, нет. Но, значит, вы будете, возможно, проводить параллели. Что вам действительно нужно? Что вам необходимо на будущий период, а что уже утратило свою привлекательность? Возможно, это будет касаться, смотрите, сложного решения. И это не есть что-то материальное, два скрещенных меча. Мы говорим с вами, мечи – это интеллект, это если мы рассматриваем колоду Таро. И вот есть какие-то сомнения, они все-таки присутствуют. Может быть, мне так поступить, а может быть, эдак, да? Вот, ну, выбор, можно сказать, у вас какой-то явно будет. Ладно, пойдем дальше. Что тут нам еще расскажут и покажут? Молниеносное известие. Вы можете узнать какую-то новость, которая буквально, может быть, перевернет вашу жизнь. Имеется в виду, когда мы сами понимаем окончательно, что вот действительно все то, что я только что сказала, есть то, что, возможно, мы и хотели осуществить, но теперь мы понимаем, а смысла нет. Или наши приоритеты поменялись, или интересы поменялись, желания поменялись. Но в конечном-то итоге, смотрите, как волшебно. Вот это значение, колчан со стрелами, в данном пасьянсе будет свидетельствовать полное исполнение желаний. Ну, будем реалистами. Насколько полное, я судить никогда не берусь. Но, тем не менее, что-то у вас тут исполняется. В этом пасьянсе есть и просто значение корабля. Это тоже как исполнение желания. Одно как будто. А здесь что-то более объемное. А рядом любовь. Может быть, решение вопросов по части личной жизни, личного союза, может быть и творчество, или продолжение каких-то взаимоотношений. Интересно. А вы ведь ресурсны. Смотрите, вы можете сомневаться по какому-то вопросу мечи. Вы можете сомневаться точно так же по человеку, может быть и так. А здесь у вас корона, корона символ власти. Но это, конечно, и мера ответственности. Возможно, для кого-то из вас нужно получить некоторые документы, что-то согласовать. Возможно, это прежде, как, знаете, какое-то дело на лад не шло. А вы тут переиграете, переосмыслите что-то или для себя увидите
новые возможности, как новые точки соприкосновения или новый вариант решения какого-то вопроса. Это, по сути дела, символ власти, как и для вас, ресурсность. Но карта может говорить о том, что не исключаю важные согласования, путешествия по инстанциям. Мы говорим чиновники, да, или люди, которые наделены властью, те, которые где-то по приказу работают или действуют в рамках собственных полномочий. И, может быть, для вас вы будете готовить какие-то документы или согласования, понимать, как в отношении вас работает закон. Может быть и так. И есть тогда сомнения. Смотрите, у вас еще выпадает, да, тут есть какая-то тема, по которой, ну, хочется сказать, с вашей стороны, может быть, прежде была какая-то нерешительность. Поэтому, как и сомнение, и тревога, а карта нам говорит, а ты тут не подходи с каким-то прежним знаменателем. Для тебя доброе время не случайное. У нас выпадает молния, полное исполнение желаний. Тут нужно действовать. Действовать и как будто что-то не упустить. Может быть, не упустить время, с кем-то встретиться, договориться, бокал. Конечно, это могут быть. И первое значение – это гости. Либо вы к кому-то в гости, либо к вам в гости. Может быть, это вы будете планировать поездку, какую-то важную встречу. Часто эта карта говорит именно близкие люди или знакомые люди, какое-то окружение, с которыми были прежде контакты. И у нас ведь не только Уран, в Близнецах, мои дорогие, планета Сатурн, это Кронос, это владыка времени, это владыка кармы и судьбы. Так вот, планетарные транзиты Сатурна у нас до конца июля. Они у нас, да, в прямом директном движении, но Сатурн находится в тех же градусах, в которых был какое-то время тому назад, месяцы, еще даже на конец 2025 года. И значит, что какая-то история из прошлого или какие-то ваши думы, может быть и сложные вот такие думы в отношении конкретного дела или конкретного человека, или это все взаимосвязано. Вот вы тут скорее будете что-то видоизменять, потому что вы изменяете, ну, может быть, если не свое мнение кардинально, но вы видите, что вы можете упустить какой-то вариант. Вот я так не исключаю. И директный Сатурн у нас до конца июля, как я сказала, а с конца июля, с 27 числа по 11 декабря Сатурн уходит в ретроград. И стало быть, ретро мы знаем, это опять же какое-то дежавю. Я к чему? Есть какие-то истории из прошлого, это влияет на каждый знак зодиака. Когда мы будем, ну, как переосмыслять что-то, то, что мы видели одним как-то образом, или однобоко видели, может быть, даже так, а тут вот так развились события, что нет, вот тут нужно что-то нам учитывать. Поэтому вполне вероятно, какая-то история из прошлого может быть, как и вами, ну, видоизменена, или вы что-то можете передумать, или для кого-то из вас до конца года разрешатся некоторые вопросы, оформления, к примеру, или уйдут сомнения, когда вы можете куда-то даже отправиться, я такое не исключаю, может быть, вам и придется решать вопросы как и дома, так и жилья, все-таки у нас очень емкое значение, будем говорить, колчан со стрелами. У каждого из вас какой-то свой, ведь, правда, приоритет, хоть и объединяет один знак зодиака, но судьба у каждого своя. Итак, смотрим, что мы можем еще у вас соединить. Будьте внимательны, потому что вот смотрите, как будто рядом у нас расположен вот этот колчан со стрелами и исполнение желаний. А у нас тут скорость, молния. Это, конечно, молниеносное известие, которое вы можете получить. Но вот вы знаете, все-таки я усматриваю связь. Какие-то события вас ожидают, когда... Ну, куй железо пока горячо. Что-то вы не можете отложить на потом. Может быть, важный контакт, важную встречу, важную поездку или решение какого-то вопроса. Ну, не бездействие, это точно. Потому что именно от наших действий мы получаем исполнение наших желаний. И стало быть, придется вам тут, ну, проявить какую-то активность, это как минимум. Может быть, как раз вы какой-то Гордиев узел, посмотрите, я вижу тут у вас еще. Вот прям буквально в одном ряду. Нам карта говорит о вашей силе, о ваших возможностях, а сопутствующие, вот идут все те значения в одном ряду буквально, как и переживания, как и тревога, так еще и буквально сердечная тяжесть. Вот именно совпадающие вот эти цепи обозначают
это мы там что-то надумали. Или какая-то, может быть, прежняя история, вот она не шла, не двигалась, не развивалась. Или вы имеете какой-то очень грустный опыт. А вот теперь вы можете что-то как раз видоизменить. Гоните прочь сомнения. Будьте реалистами. Просто оценивайте ту ситуацию, которая есть, которая сложилась, а не то, что где-то мы там себе размышляли, да. Не устраивайте глубокую философию. Всегда такое бывает, а у вас такое может быть, потому что именно Уран, он только входит в 12-й дом гороскопа, а это всегда сложность в том, что, ну, к примеру, это было на уровне ваших тайн, или это было как на уровне ваших предположений, или того, что вы, знаете, уже где-то для себя сделали вывод, ведь по 12-му дому у нас идут итоги, завершения, уединения, мои дорогие. Вот, может быть, вы сейчас, вам такую сложную задачу придется решать где-то в мае, или для себя рассматривать иные варианты, когда как раз меньше должно, кто-то из вас захочет не упустить какую-то возможность и завершить, может быть, сольный вариант по части личной жизни, мы все разные, а у вас любовь, или закончить какое-то уединение. Может быть, вам и придется еще некоторые вопросы, ну, как в параллель, в какую-то надобность проводить. Но ведь по 12-му дому мы раскрываем свои таланты, поэтому самое время для себя продумывать какие-то новые последующие реванши. Ну уж точно не заниматься самоедством, так и хочется сказать. Ну вот такой ряд у вас выпал, потому что для вас сейчас новое поле возможностей. Ладно, пока с вами говорила, а вот, кстати, смотрите, еще что увидела. Как это вы так, мои дорогие, любимые, собрали все в одном пасьянсе? Вот все то, что составляет эмоциональный фон, да, как сомнения, неуверенности, переживания, так тут у вас еще и нож, это буквально, знаете, как ссора. Но это первый ряд. То есть вот накладывает отпечаток какое-то прошлое, и, может быть, вы где-то в мае будете чувствовать, ну, давлеют вот эти воспоминания, какие-то ненужные мысли, которые теперь уже не имеют никакого значения, и вам придется себя вот действительно изменить, как будто, ну, самого себя или саму себя настроить, чтобы какие-то воспоминания, они для вас не рисовали картину будущего, понимаете? Потому что тут нам, как знаете, отчасти разделился весь пасьянс на две части. Есть то, что нематериальное с этого начала. Есть то, что это именно надуманное или через ощущение. А по факту-то, фактически тут у вас что-то идет в руки или что-то вы можете организовать, решить и более чем остаться довольны. Ладно, давайте с вами узнаем, как изменится ваша жизнь в мае. Что скрывает будущее? Достанем 4 карты. И первая карта. Основные сферы жизни. Первая карта. Любовь. Личная жизнь. Как изменится ваша жизнь в мае? Вторая карта. Финансы. Что будет меняться в мае для вашего знака зодиака? Третья карта. Назовем ее просто ваше благополучие. Посмотрим энергия. И четвертая карта, как изменится ваша жизнь, ваши достижения, ваша работа, карьера, планы, важные встречи, у кого-то документы. Вот тоже мы с вами узнаем. И по поводу личной жизни, любви, как изменится ваша жизнь в мае. А тут прям как по судьбе. Ну, это где-то все то, что я говорила. Не случайно, может быть, и есть разного рода мысли, потому что, да, тут по части Сатурна может быть такой эквивалент, когда, ну, может быть, и есть в чем-то сожаление, может быть, и есть как размышление по части того, что, к чему вы прикладывали усилия, что мы в конечном итоге получили. Но это ведь всегда путь наверх. Может быть, для вас где-то карта дает такую подсказку, что все то, что будет происходить в мае, это не случайно. Быть внимательным к тому, что вас окружает, какая обстановка в реальной жизни сложилась. Тут не надо додумывать. И более того, наблюдать за людьми, как ведут себя люди. Более того, опять же, все те люди, которые будут как превалировать, или больше у вас будет контактов, или те люди, которые будут внезапно появляться, ситуации, это все имеет судьбоносное значение. Поэтому где-то карта говорит, что тебе придется вот так ступенчато пройти еще достаточно долгий путь.
И как будто поднялся на одну ступеньку. Осмотрись, отдышись, куда-то не торопись. Но ведь очень часто это важное решение, если мы смотрим личную жизнь. Буквально у кого-то венчание, у кого-то брак. Хотя я допускаю, тут может быть и обратная ситуация, когда мы что-то доводим до толку. Но, может быть, смотрите, по десятке мечей. Эта карта, я говорю словами Колет Барон Рид, известный психолог, таролог с огромным стажем, изящное завершение. Мы обычно говорим «закрыть в прошлое дверь», но так звучит немножко фамильярно, да, и что это за прошлое, где эта дверь? А вот изящно что-то завершить, и ведь эта карта будет говорить о том, что, может быть, это наши какие-то предубеждения мы тоже завершаем. Видение, прежнее какое-то видение данной ситуации, данных отношений. Вот нам нужно тоже трансформировать, как будто это по судьбе. А может быть в чем-то и признать, что ну да, вот не имеет продолжения какая-то история. Но здесь для вас это будет очень полезно, потому что королева Пентаклей, может быть, иногда по этой карте проходят наши близкие супруги, важный человек, и неважно, какого он знака зодиака, здесь именно близкий человек, который может означать именно с учетом карты Иерофант, как прежняя дружба, которая теперь трансформируется, или какие-то важные отношения, может быть, по части работы. Но это ведь карта реалиста большого. Это карта творческого, вдохновленного человека, который умеет сказку сделать былью. Вот и вы здесь будете что-то упорядочивать, и это возможно как по личной жизни обустраивать, правда, жилье. У кого-то решать вопросы напрямую по части вашей пары, а для кого-то из вас, мои дорогие, тут ведь может быть и важная встреча. Если мы говорим об астрологии, карта королевы Пентакли может ознаменовать человека, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, телец, дева, козерог, или имеет там асцендент. Не все знают асцендент, но это надежные люди. И вот у вас как будто, знаете, как сама судьба для вас складывает такие обстоятельства, это по части личной жизни, когда вам придется проводить эти параллели. Кому я могу доверять, а кому нет. Кто для меня надежный человек, а кто временный, как прохожий. Ну и, видимо, карты вам тоже говорят. Это две, по сути дела, как Иерофант и королева Пентаклей. Это, ну, очень надежные люди. И по части личной жизни вы для себя, даже если это новое знакомство, тут я не могу сказать, что вы будете куда-то торопиться. Но то, что само по себе знакомство может быть такое вот судьбоносное, причем, может быть, вы, допустим, отправились в какую-то инстанцию или занимаетесь рабочими вопросами. Здесь может судьба вам подарить знакомство, которое будет, пусть не очень быстро, но зато уверенно, надежно продолжаться какой-то долгий, я бы сказала, срок. Финансы. Что будет меняться? Еще один старший аркан. Аркан справедливость. И всегда, когда выпадают старшие арканы, но это, знаете, как общая какая-то температура по больнице, хочется сказать. Или это то, что происходит вокруг вас. Да, по финансам нам говорят, ну, может быть, у кого-то важное согласование, у кого-то подача декларации или подача какого-то отчета. Есть взаимодействие, ну, с вышестоящими организациями, руководителями, органами. Но если вы на себя работаете, если это ваш бизнес, дело, значит, тут нужно так, чтобы, знаете, как комар носа не подточил. Значит, и документы должны быть в порядке, где вы поставили подписи или печати, если таковые у вас имеются. Тоже нужно понимать. Именно на финансы взаимодействие такое идет. А может быть, это какой-то финансовый вопрос, который у вас буквально в суде был. Тут ведь опять же мы все разные. И здесь, скорее всего, весы нам показаны. А весы это всегда, ну, нам договариваться придется. Может быть, это через медиаторство решить какой-то вопрос. Но я не исключаю, вполне вероятно. И вам именно этого будут требовать финансы. Оформить какую-то бумагу, документ, сделать что-то по закону, чтобы для вас было более стабильно, более понятно, более надежно. И победа, мои дорогие, шикарно. Финансы. Вот где-то карты две дают подсказки. Все то, что у тебя, рак, оформлено документально, где-то просчитано. То, что у тебя не на уровне эмоций, не на уровне предположений. Вот поэтому нам, наверное, в один ряд и выстроились какие-то сомнения, неуверенность, тревога, вот эта вот ненужная глубокая философия.
Нет, тут вот нужно быть реалистом в мае для вас особенно. И, может быть, даже придется договариваться с теми людьми или рассматривать варианты. Это именно по финансам. Да, да, даже то или в той конфигурации, от которой вы прежде отказались. Я такого не исключаю. Потому что все равно в конечном итоге для вас это победа. Подвести итог, могу сказать, сделайте в мае для себя что-то более весомое по финансам, более аргументированное, более правильно, надежно оформленная, и победа в вашем кармане. И, кстати, победа, карта победителя нам говорят о том, что тебе придется какой-то последующий период вот эти позиции удерживать. Будьте к этому готовы. Благополучие, королева жезлов, ну, может быть, для кого-то из вас есть по части благополучия, взаимодействие, конкретная персона, которая может для вас быть, ну, к примеру, даже человек. Королева жезлов – это та, которая имеет сильную позицию. Так вот, для вас это может быть человек, который, может быть, отчасти и имеет какие-то собственные ресурсы, безусловно, имеет свои планы. Или когда вам об этих планах много не рассказывают. Вот, кстати, я такое тоже могу допустить. А вот вы, может быть, вам не рассказывают из-за этого сомнения. Я такое тоже допускаю. Может быть, есть и какой-то процент сомнений, именно потому что вы не верите. Ну, тут уже разные какие-то могут быть комбинации, правда? Где-то эта карта будет говорить о том, что вам самим для вашего благополучия, мы если рассматриваем архетип, вам в течение мая придется много работать с информацией, причем отделять четко вот так зерна от плевел, как будто информация может быть самая разная. Вам будут доверять, в этом ваша сильная позиция. Вам как люди приносят эту информацию, а вот ваша задача холодно, так вот, да, здравым смыслом все проанализировать и правильное отношение к финансам. Тут нам уже сказали, что-то вы будете просчитывать. Может быть, это вы какие-то, ну, как знаете, узкие фарватеры соединять воедино, чтобы потом какой-то, к примеру, вопрос, который застрял на финансах, так или иначе у вас как выстроился в какую-то более ровную траекторию из этого узкого фарватера. Ну, давайте дополним, потому что по одной карте о благополучии сложно судить. Сама по себе сильная позиция. О. Еще один старший аркан Солнца. Конечно, по Солнцу может быть и так. Знаете, как иногда это карта нашего эго, наших желаний, когда мы убеждены, что вот так правильно, а по-другому нет, неправильно. А рядом королева жезлов и все то, что я сказала. Мы думали одно, теперь мы видим, нет. Теперь уже не совсем так, как нам казалось, может быть, какое-то время тому назад. Не бойтесь где-то сами менять конфигурацию ваших планов, вашего мировоззрения. Может быть, вам и договариваться придется, но ведь как карта победителя, так и карта Солнца – это новое направление. Вот, может быть, у вас именно с мая закладывается направление до конца года. Всегда Солнце – это 6-8 месяцев. Вполне вероятно. Вот какое-то страстное желание по части благополучия, чем-то обладать, с кем-то быть вместе. Тут разные сферы жизни могут проиграться. Либо заработать больше денег. Это такая движущая сила, очень мощная, но все же некоторый баланс вам придется удерживать. Может быть, баланс будет касаться именно того, что вы должны себя обезопасить, внимание, потому что вам выпадает карта справедливости, где-то дает подсказку, доверяй тому, как я уже сказала, что не просто эфемерно, или что не просто на уровне обещаний, или, знаете, как допустим, человек говорит, вот завтра мы с тобой пойдем куда-то оформим, допустим, да? Или вот завтра ты там получишь то-то и то-то. Так это завтра, это о чем? Это вообще ни о чем. Или вот будет вот так и так. Здесь не совсем, или точнее вообще не об этом, что мы соглашаемся на тот вариант, который вот именно эфемерный. Будет, не будет, кто его знает, будет реалистом. И поэтому... Конкретно, если мы говорим о людях, если человек не просто готов кормить завтраками, обещаниями, а он готов пойти и заключить документ, пусть это по работе, заключить договор, может быть, да, рабочий договор или контракт, а может быть это брачный у кого-то контракт. То есть он готов, конкретная персона, неважно какой сферы жизни касается, но он именно готов какие-то действия осуществить, а не просто, знаете, где-то жить мечтами.
Но вот в этом есть подсказка, которая касается вашего благополучия. Ваши достижения, ваши планы, важные встречи, важные диалоги. Как изменится ваша жизнь? Ух ты! Ну точно, я уже не достаю никаких карт. Десятка кубков, карта семьи. Кстати, карта финансовой тоже стабильности, потому что, а вот все хорошо, хочется сказать по этой карте. Для вас по этой карте открываются именно сами по себе возможности. Где-то, конечно, карта будет подсказывать в первую очередь, может быть, это касается вашей личной жизни, вопросов с вашими домочадцами, близкими. Для кого-то из вас, а ведь правда, может состояться какое-то новое знакомство, я этого не исключаю, или какой-то очень важный контакт. Но я точно так же могу сказать, что, к примеру, если была какая-то ссора, вы можете и помириться. Вот для кого-то это очень важно. Может быть, ваш адрес, мои дорогие, здесь уже, да, как бы человек будет, ну, в вашу сторону как бы настроен более лояльно. Для кого-то я этого тоже не исключаю. Да, конечно, зрить в корень нужно, имеется в виду, что вызвало проблему или ссору. Не замылить себе глаза. И если были прежде какие-то проблемы, они ведь сами по себе никуда не растворились. Опять же, быть реалистами. Но, может быть, и как, знаете, какие-то альтернативные варианты кто-то из вас будет принимать. Но именно для вас в мае месяце очень добрая энергия. Не упустите вот это волшебное время. И на достижение ведь тут тоже по максимуму. Пусть, понятно, хоть у вас и выпадает полное исполнение желаний, пусть это мы что-то до точки не доведем, но сами тенденции или сама аура, сама атмосфера мая для вас, мои дорогие, складывает больше возможностей, а вы, видимо, с учетом, опять же, первого ряда, ну так совпало у вас, цыганского старинного пасьянса, можете очень в чем-то сомневаться или в ком-то. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, добрые комментарии, за вашу помощь, поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, мои дорогие, будьте любимы всегда.